Всем привет, друзья! С вами канал Топи. Мы приехали сегодня на Донской погост при монастыре, на котором похоронена Дарья Николаевна Салтыкова, она же Салтычиха. И сегодня именно на ее могиле мы запишем сеанс ЭГФ с помощью спиритбокса. Мы сейчас пойдем ее искать, мы ни разу здесь не были. Нам очень любопытно и интересно, как выглядит кладбище, потому что по фотографиям это просто впечатление огромное вызывает, это кладбище. Завораживающе, да. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Я думаю, сегодня будет очень интересно. И обязательно досмотрите этот ролик до конца. Краткая биография. Дарья Николаевна Салтыкова. По прозвищу Салтычиха, кровавая барыня, душегубка. Родилась 11 марта, по другой версии 22 марта 1730 года. Скончалась 27 ноября, по другой версии 9 декабря 1801 года. В 1749 году Дарья вышла замуж. В 1750 году у супругов родился первенец Федор. В 1751 году второй сын Николай. После кончины супруга Салтыкова переехала в имение Троицкое. В наследство она получила приблизительно 600 душ крестьян и поместья в Московской, Костромской и Вологодской губерниях. Дарью Салтыкову описывали как хозяйственную женщину, весьма рачительную и внимательную в отношении финансовых вопросов. Кроме того, часто упоминали о ее набожности, благотворительности и паломнических поездках. Пожалуй, на этом положительные детали в образе Салтыковой исчерпываются. Между 1756 году и 1762 христианами на нее было подано 21 жалоб. Салтыкова легко впадала в ярость, особенно если ей не нравилось, как выполняется работа по дому. Свой гнев она выплескивала на крепостных. Около 1757 года убийства в ее имении стали носить системный характер. О том, что там творилось, существует много легенд. Первая попытка крестьян обойти связи с Салтыковой и донести информацию до высшей власти была предпринята в апреле 1762 года. Вторую рискованную попытку предприняли в конце апреля 1762 года. В начале июня 1762 года заявление было передано в руки Екатерины II, а в сентябре получило ход. 1 октября 1762 года оно было принято к рассмотрению. Примерно в ноябре 1763 года была арестована бухгалтерия Салтыковой, и тут с ней сыграла злую шутку ее же дотошность финансовых вопросов. Всплыли данные о взятках. Кроме того, из бумаг помещицы стало известно, что за прошедшие 6 лет 72 крестьянина пропало без вести, 50 крепостных умерли от болезни, 16 человек сбежали или выехали. Итого 138 пропавших или умерших крестьян. В начале февраля 1764 года помещице было официально объявлено об аресте. К тому моменту она уже была отстранена от управления своим имуществом, получившим временного управляющего. К Салтыковой приставили священник. 2 октября 1768 года Екатерина II передала в Сенат указ, где было описано наложенное на Дарью Салтыкову наказание. Решения Екатерины II заключались в следующем: лишить Салтыкову дворянского титула, запретить использовать фамилию отца или мужа, вывести Салтыкову на Красную площадь, поставить на эшафот, зачитать приговор и оставить ее стоять на час с табличкой на шее, где значилось «мучительница и душегубица». Пожизненно поместить Салтыкову в подземную тюрьму монастыря, где она должна была содержаться в темноте, за исключением времени приема пищи, а выходить могла лишь на время церковной службы, слушать которую должна была вне самого помещения церкви, дозволить Салтыковой разговаривать лишь с монахиней и начальником караула, возвратить ее имущество сыновьям. 17 октября того же года приговор был приведен к исполнению. 11 лет Салтыкова провела в подземелье, после чего была переведена в каменную пристройку храма, где было маленькое зарешетчатое окошко. С ней дозволили разговаривать посетителям монастыря. 27 ноября 1801 года Дарья Салтыкова скончалась в женском монастыре.
Ух ты. Вот это да. Монетки валяются. Крест поломан. Монетки, крест внутри. Да. Вот это да. Ничего себе. А чё это так? Крест в яме. Может, просто земля обвалилась. Это очень жутко выглядит. Да, согласна. Здесь тоже кресты попадали. Друзья, очень примечательный факт, что раньше писали, во сколько умер человек. Я сейчас вам покажу очень жуткое надгробие. Если кому интересно, почитайте. И здесь такой череп пиратский. Такая жуть. Здесь бы, друзья, ночью походить. Такой вход и такие большие там массивные плиты. Друзья, тут шел сейчас молодой человек и оставил здесь на этом памятнике монетки. Вот они. И ушел. Мне кажется, что это и есть Салтычиха. Да. Брошка лежит. Мне кажется, это она. Друзья, а рядом мы с Настей увидели вот это. Свечи. На вот этой могиле. Короче, я достал спиритбокс, он включен. И батарейки сели почти. Возле могилы Салтычихи Дарьи Салтыковой. Я включаю спиритбокс. Мы хотим связаться с Салтыковой Дарьей Николаевной. Вы можете выйти с нами на связь? Нет, незачем сейчас. Мы хотим задать вам несколько вопросов. Вы можете нам ответить? Нет. Дарья Николаевна, скажите, как прошло ваше детство? Скажите, как да. Я так понимаю, вы не хотите с нами говорить. Вы можете с нами выйти на связь? Скажите, вы любили своего мужа? Скажите, повлияла ли гибель вашего мужа на вашу последующую жестокость? Скажите, вы сейчас в раю или в аду? Какое количество душ вы погубили? 300. Вы раскаиваетесь в содеянном? Почему у вас не сложились отношения с Николаем Тютчевым? В какой могиле вы похоронены?
Вы похоронены рядом с сыном или отдельно от него? Вот именно здесь. О чем вы разговаривали с Екатериной II? Почему у вас было столько злости и ненависти? Причина вашего ухода из жизни. Вы нас хотите о чем-то предупредить? Спасибо вам большое за общение. Итак, с горем пополам мы записали ЭГФ на могиле у Дарьи Салтыковой, она же Салтычиха, потому что здесь вокруг ходят батюшки, люди. Это очень, как бы, сами понимаете, ну, некомфортно в такой обстановке записывать транскоммуникацию. Но я вам скажу, ответы были, вы уже все услышали, нам еще придется разобрать. Вот та самая могила Салтычихи. Здесь вот оставляют монетки. Я так понял, люди чего-то просят у нее. Но она была весьма богата. Наследство у нее было хорошее. И что еще хотелось бы добавить. Здесь на памятнике была нарисована цифра, убило 147 человек. Но мы сейчас спросили, у нас был ответ 300. И я ни капельки не удивлюсь, потому что это был очень жестокий человек. И самое интересное, что это была девушка, женщина. Итак, друзья, мы задавали вопрос у Дарьи Салтыковой, где она лежит, там или с сыном. Мы нашли могилу сына Дарьи Салтыковой. Но в любом случае она рядом. И я сейчас вам покажу два этих надгробия. Я так понял, вот это сын. А вот это Дарья Салтыкова. И почему я в этом уверен? Потому что вот там написано Дарья Салтыкова. Но по легенде никто не знает, где она лежит, но люди приносят туда монетки. А это место почему-то обходит стороной. Здесь нет никаких ни монет, ничего. Да. Но в любом случае мы смогли пообщаться, выйти на связь с Дарьей Салтыковой. Надеемся, что вам все понравилось. Друзья, всем спасибо, что посмотрели данный ролик. Нам это очень важно, ваша поддержка. Кому понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в комментариях, что вы знаете о Салтычихе. Нам будет очень интересно почитать. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, друзья. Дальше вас ждет еще больше интересных видосов. Всем пока. Друзья, поднялся ветер. Это очень жутко выглядит, особенно после того, как ты провел сеанс ЭГФ на могиле у Салтычихи.